Всем привет! Сегодня разберем один из матчей с турнира Кубок Наций 2026 по Medieval 2. Матч двух игроков экстра уровня на групповой стадии — это Джанго и Криминал. Первый бой на карте Арсуф. Зачем-то здесь включили зиму со снегом, что является нарушением правил. Затрудняюсь ответить, повлияет ли это на что-то. Возможно, характеристики стрелков станут ниже, так как снег — это осадки, которые снижают атаку стрелкам. Хотя это карта Арсуф с климатом, в котором нет зимы, полузасушливый. Возможно, никакого влияния от снегопада не будет. Смотрим составы. У Англии генерал, госпитальеры с улучшением брони один раз, 3 феодала, конных с улучшением атаки и брони, демилансеры, 4 тяжелых мечника, 3 алибардира и 1 ополчение с баграми. Из стрелков 4 крестьянина с луками, 2 крестьянина обычных. Состав с лучниками, но все лучники крестьянские, так что это скорее состав для атаки в ближнем бою без ведения перестрелки. У венгров 2 генерала, 2 бандерия, они же Королевская гвардия, 2 гусара, 4 пеших феодала, 4 хорвата, 3 повезы, 2 крестьянина с луком. У венгров состав прямо классический баланс, всех понемногу. И тяжелой кавалерии, средняя кавалерии, стрелки легкие, тяжелые, пехота тяжелая, пехота легкая. По составу сразу скажу, что венгры выглядят мощнее. Кавалерия дешевле и лучше. Неясно, зачем брать феодалов и давать им улучшения, когда можно взять тех же госпитальеров без улучшения, будет и лучше, и дешевле. Неэффективная трата денег. Алибардиры англичан слабее венгерских хорватов. У венгров 5 стрелков, да еще и с повезами, значительный перевес. По тяжелой пехоте почти одинаково, английские рыцари немного тяжелее, но перевес этот в таких боях практически ничего не решает. Решает все кавалерия. Англичане больше по численности, но это из-за 2 крестьянских отрядов. Вряд ли им это поможет. Таким образом, у Англии надежда только на одно, что у Криминала будет микроконтроль эффективнее, чем у Джанго. Построение у обеих команд обычное. Пехота и стрелки по центру, кавалерия ближе к флангу, вместе с двуручными отрядами. Криминал начал атаку. Идет шибко стенка на стенку. На флангах 2 конные дуэли. Гусары и демилансеры, госпитальеры и ранее охрана генерала. Венгры успели пробиться к крестьянам с луками и уничтожили 1,5 отряда. Вот очень важный момент. Пока пехота рубится, а стрелки перестраиваются, венгерская кавалерия выходит из боя здесь, здесь и здесь. Охрана генерала тоже попыталась выйти, но завязла в бою. Теперь тоже выходит. Криминал ставил в бою кавалерию против хорватов. Думаю, ему не хватило времени и реакции, чтобы вывести из сражения отрядов. А вот у англичан только генерал вышел из сражения. Этих феодалов завел в гущу сражения, отряд попал в ловушку. Повсюду венгры. Центр англичан посыпался, венгры в 4 отряда кавалерии и 2 отряда пехоты подавили всех, кто был там.
У венгров в то же время погиб генерал, но остальная кавалерия сохранила свою силу. Еще один феодал разбит и отступает. Второй понес серьезные потери. Госпитальеры тем временем в полном составе были перебиты хорватами. Один отряд Бандериум все же обратился в бегство. Один отряд гусар выжил и гонит демилансеров к краю карты. Остальные в центре гоняют англичан. Микроконтроль выиграл Джанго, а значит он побеждает по кавалерии. Дальше дело техники. Венграм осталось реализовать перевес по коннице и добить остатки. Полотряда английского генерала и несколько мечников вряд ли смогут одолеть оставшиеся силы венгров. Англичане отчаянно пытаются преломить ход сражения. Им удалось обратить в бегство почти всю пехоту венгров и часть стрелков. Но перевес сил уже слишком большой. Это типичный бой на открытой карте. Почти все такие бои сводятся к тому, что весь упор идет на микроконтроль кавалерии. Кто выиграет микроконтроль кавалерии, тот выиграет весь бой. Так вышло и тут. Криминал не отвел свою кавалерию из боя с хорватами, где они понесли много потерь. Смерть генерала венгров не привела к перелому в сражении. Также отряд с генерала у него долгое время стоял в резерве, не участвуя в сражении. Венграм помогли арбалетчики, хотя я бы не сказал, что они много настреляли. Сюда добавим, что у Англии состав слабее, как я считаю. Вначале уже сказал об этом. Гусары и Бандериум дешевле и сильнее, чем улучшенные феодалы. Перейдем ко второму сражению. Карта Испанские равнины в обороне Джанго. Он выбрал вторую команду. С этой стороны холм повыше и есть лес. Кстати, это одна из самых популярных карт для обороны, вместе с равниной и Шотландской долиной. Состав Англии поменялся, теперь это чистый рашевый состав, ни одного лучника, только пехота, только хардкор. 2 генерала, 4 демилансера. Криминал отказался от использования ненужных рыцарей-феодалов. Взял 2 мечников, остальное двуручные отряды разного калибра. 4 английских пеших рыцаря, 2 тяжелых алибардиста, 1 легкий алибардист, 4 ополчения с баграми. Генерал в отряде копийщиков, чтобы можно было спрятать его в кольце. Самые тяжелые и бронированные по центру, кто полегче вышли вперед или прикрывают тыл, встав спиной к врагу. По ходу англичане опасаются конного маневра к себе в тыл. Кавалерия встала на правом фланге. У Венгрии войска спрятаны в лесу, но состав с первого боя не поменялся. 2 генерала, 2 бандериум, 2 гусара, 4 хорвата, 4 мечника, 3 повезы, 2 крестьянина с луками. Построение, мне кажется, не очень удачное. Вот лучники встали на хорошую позицию. Один отряд арбалетчиков тоже. Но часть арбалетчиков имеет плохой обзор со своей точки.
Как они будут наносить урон, если не видят врага? Пехота и кавалерия глубже спрятаны в лесу. Англия начинает атаку. Ополчение вышло вперед принимать на себя урон, чтобы сберечь более качественные юниты. Гусары делают выпад. Разменяли 7 гусар на 28 ополченцев. Стоит ли 7 гусар 28 ополченцев? Мне кажется, нет. Два демилансера на правом фланге заходят сбоку. Джанго не успевает среагировать на атаку и убрать стрелков. Они атакованы, а пехота все еще далеко в лесу. У Англии 5 отрядов кавалерии переведены на правый фланг. Слева остался только один отряд телохранителей. И вот неудача для венгров. В самом начале сражения убили генерала. Криминал повторяет ошибку прошлого боя. Его кавалерия сражается в ближнем бою с пехотой. Вот, обратился в бегство один отряд демилансеров. Центр венгров начал сыпаться. Джанго пытается кавалерией затыкать брешь в обороне, натисками атакует двуручную пехоту. Но это малоэффективно, в лесу у пехоты значительный бонус против кавалерии. Криминал увлекся одним флангом и не успел отвести кавалерию с другого. Джанго получает преимущество в кавалерии, 6 отрядов против 4. Но в то же время Джанго остался почти без стрелков и без генерала. Пехотный бой продолжался всего секунд 40. Центр венгерских мечников рухнул, они бегут. Массовая толпа англичан просочилась сквозь линию обороны Мадьяра и создала эффект окружения. Сюда добавим эффект от численного перевеса и смерть генерала. Как итог, боевой дух сломался очень быстро. Половина венгров бежит, половина английской армии преследует бегущих венгров. Венгерскую кавалерию на фланге в итоге домучили. Остатки Бандериум все еще пытаются победить английскую пехоту в лесу. Англия почти всем войском гонится за убегающими, для венгров все закончено. Все, уверенная победа Англии. Криминал снова терял много всадников в бою с пехотой, но на этот раз выкрутился. Показал очень высокий микроконтроль во втором бою. Очень хороший раш от Криминала. Хотя и написано, что это незначительная победа, я бы сказал, что это разгром. Что тут можно сказать? Состав Венгрии сбалансированный. 5 отрядов стрелков взял с собой Джанго. С таким составом нужно построиться так, чтобы они работали на полную мощность. Но не получилось. Во-первых, 4 из 5 юнитов в самом начале были разбиты. Во-вторых, ранняя смерть генерала обрушила весь центр венгров.
И преимущество по кавалерии, которую Джанго заработал поначалу, не помогло остановить наступление англичан. Как мне кажется, арбалетчиков надо было ставить на склоне холма наверху, а пехоту впереди них чуть пониже. Тогда получилось бы держать линию обороны мечниками, а арбалетчиками расстреливать всех сверху на 180 градусов. Но даже так не факт, что была бы победа. У Англии почти вся пехота с двуручным оружием, а как мы знаем из предыдущего моего видео, на склоне холма двуручники побеждают. Так что тут, скорее всего, надо было что-то другое придумывать. Другую тактику, другой состав, другую карту. На этом все. Спасибо за просмотр.